Одним из признаков, отличающих одного человека от другого, является его рост. При этом он может отличаться у представителей определенной народности или популяции. Также средний рост людей, долгое время проживающих в определенной местности, по статистике, примерно одинаков. Кроме того, на длину тела человека влияют такие факторы, как наследственность, уровень развития медицины, полноценное питание и многие другие. Сегодня мы расскажем, каким был рост наших ранних предков и как он изменялся в процессе эволюции. Подписывайтесь на наш канал, и тогда вы сможете первыми узнавать о выходе новых роликов об истории развития жизни на Земле. Также вы можете выражать свое мнение о них при помощи лайков и комментариев. Ваша активность поможет в продвижении канала и познакомит с ним как можно больше людей. Сторонники теории заговора и различных псевдонаучных течений нередко рассказывают нам о расе гигантов, которые жили на Земле задолго до людей. В разных версиях они могут быть и атлантами, и лемурийцами, и кем угодно еще. Но всех их объединяет рост не менее 2 метров. В доказательство приводятся статуи, барельефы на древних храмах и старинные постройки с высокими потолками. Но ни археология, ни антропология никакими достоверными сведениями об этих наших предках не располагают. Поэтому версию происхождения людей от древних великанов мы рассматривать всерьез не можем. Считается, что предки людей эволюционировали из совсем небольших обезьяноподобных существ. Они вели древесный образ жизни и питались исключительно растительной пищей. Но еще до полного перехода на хождение по Земле они начали увеличиваться в размерах. К примеру, архицебусы, жившие более 50 миллионов лет назад, имели длину тела не более 7 сантиметров, а эосимии, которые появились на 5-10 миллионов лет позже, были размером с ладонь взрослого человека. Проконсул, живший в африканских джунглях в период от 17 до 23 миллионов лет назад, уже имел длину тела от 120 до 150 сантиметров. А жившие около 12 миллионов лет назад в Восточной Африке дриопитеки не вырастали больше 60 сантиметров. Австралопитеки разных видов в среднем имели рост не более 1,5 метров. Существовали они от 1 до 4 миллионов лет назад. И с большой долей вероятности можно утверждать, что они дали начало роду Homo, частью которого являемся и мы. Пока наши предки проживали на деревьях, небольшой рост и малый вес позволяли им подниматься на более высокие ветки. Это позволяло как спастись от опасностей, так и расширить рацион питания. Возможно, при переходе в появившиеся на месте лесов саванны невысоким приматам было проще скрыться в траве от наземных хищников. Но с высоким ростом можно было раньше заметить опасность. Поэтому вероятность выживания более рослых особей сильно возросла. Самый ранний из известных науке примитивных людей, Homo erectus, или человек прямоходящий, мог вырастать до 180 сантиметров. Эректусы появились чуть менее 2 миллионов лет назад и вымерли всего около 300 тысяч лет назад. За это время они и их родственники вышли за пределы африканского континента. Некоторым из них удалось достигнуть Юго-Восточной Азии и заселить некоторые острова Тихого океана. Еще до эректусов можно упомянуть гейдельбергского человека. Его рост также мог превышать 180 сантиметров, но о нем известно намного меньше, чем о человеке прямоходящем. К тому же маловероятно, что этот вид был нашим непосредственным предком. Людям высокого роста, вероятно, было проще преодолевать большие расстояния в ходе длительных миграций. Также они имели больше шансов отбиться или убежать от хищников. Но не стоит забывать, что кроме этого человек прямоходящий научился пользоваться огнем, мастерить различные инструменты и, возможно, шить примитивную одежду. Образ жизни и условия обитания уже при расселении человека прямоходящего по планете начали влиять на рост. Примером может служить так называемый флоресский человек. Этих выродившихся эректусов зачастую называют хоббитами, сравнивая с персонажами романов Толкина. Их средний рост немного превышал 90 сантиметров.
Причиной такого вырождения стала изолированность популяции, поселившейся на острове Флорес. Хоббиты уменьшились не только в длину. Судя по маленьким черепам, размер их мозга тоже был небольшим. Но и сейчас на Земле есть несколько народностей, которые отличаются крайне невысоким ростом. Это пигмеи, бушмены, андаманцы, негрили и негритосы. Причем эти народы зародились еще до выхода наших предков из Африки. Есть мнение, что они возникли в результате ассимиляции кроманьонцами каких-то других родственных им видов. Эти виды людей развивались параллельно и были нашими близкими родственниками. В Европе и Азии то же самое случилось с неандертальцами и денисовцами, но немного с другим результатом. На момент выхода из Африки наши непосредственные предки, кроманьонцы, они же Homo sapiens, столкнулись с серьезной конкуренцией. Территорию Европы 40 тысяч лет назад уже населяли неандертальцы, и выглядели они полной противоположностью сапиенсов. Неандертальцы были приземистыми и широкими, обладали массивными черепами и мощным торсом. Рост неандертальцев едва превышал 1,5 метра. По одной из версий, такие пропорции тела позволяли неандертальцам лучше сохранять тепло. Человек разумный же мог похвастаться ростом до 180 сантиметров. Возможно, эта разница тоже сыграла свою роль в противостоянии двух видов людей. Но не стоит забывать, что кроманьонцы были многочисленнее и организованнее. Они умели делать более сложные инструменты, а также, скорее всего, обладали более развитой речью. В итоге через 10 тысяч лет неандертальцы либо вымерли, либо были ассимилированы кроманьонцами. Про денисовского человека пока известно не очень много, но точно можно сказать, что кроманьонцы, неандертальцы и денисовцы генетически были очень близки и могли иметь общее потомство. Со временем все племена разделились на кочевые и оседлые. Каждый тип цивилизации отличается своими достижениями в разных областях. Но изменение образа жизни также не могло не сказаться на изменении роста людей. Считается, что преобладание растительной пищи отрицательно сказывается на средней длине тела людей. Но при этом кочевники почти всегда были значительно ниже оседлых жителей. Вероятно, на такой разнице в росте сказалось более высокое качество и разнообразие пищи. Также жители городов проживали в относительном комфорте по сравнению с кочевыми народами. Но все равно статистика говорит, что от античных времен до начала XIX века средний рост людей уменьшался. И только последние 150-200 лет эта тенденция изменилась в противоположную сторону. Но во все времена влияние климата и условий жизни на рост людей было очень сильным. Так, например, у жителей Средней Азии в период между 20 и 28 тысячами лет назад пропорции тела приобрели черты, характерные для неандертальцев. Средний рост мужчин составлял 165, а женщин 155 сантиметров. Они были плотными и коренастыми. Так на них повлияло проживание в холодном климате при очень скудных пищевых ресурсах. Влияние климата на средний рост людей хорошо заметен на примере изучения жителей Европы. В V-VI веках нашей эры их средний рост составлял 172,3 сантиметра. В XI веке чуть больше 170 сантиметров. А к середине XIX века средний рост европейских мужчин составил 167 сантиметров. На раннее Средневековье приходится так называемый климатический оптимум. Климат по всей планете был намного теплее, чем сейчас. Это позволяло получать больше урожая и выращивать различные сельскохозяйственные культуры даже в северных странах. Резкое снижение среднего роста европейцев началось в XII-XIV веках. На это время пришлось серьезное похолодание планетарного климата. Это значит, что ухудшилось и качество, и разнообразие питания большинства населения. Также примерно в это время по всему региону свирепствовала чума. В 1914 году средний рост мужчин составлял 162, а женщин — 151 сантиметр. Исследования, проведенные в 2014 году, показали, что в среднем мужчины сейчас вырастают до 171, а женщины — до 159 сантиметров.
Это в первую очередь связано с улучшением качества питания и развитием здравоохранения. Отличаются эти показатели и в зависимости от региона проживания. В 20 веке тенденция к увеличению роста людей наблюдалась в более развитых странах. Но генетика тоже играет в этом процессе определенную роль. Сейчас самыми высокими людьми считаются жители Нидерландов. Средний рост мужчин в этой стране составляет 182,5 сантиметра. За 150 лет они выросли примерно на 20 сантиметров. Если сравнивать с еще более древними временами, то следует отметить иранских мужчин и южнокорейских женщин. Первые выросли на 20 сантиметров, а вторые — на 16. Практически во все времена и у всех народов женщины были немного ниже мужчин. Как правило, при рождении мальчики чуть больше девочек. До школьного возраста они растут примерно с одинаковой скоростью. Затем скорость роста девочек увеличивается, а мальчиков, наоборот, уменьшается. Примерно к 13 годам их рост становится одинаковым, но уже к 18 годам мальчики значительно опережают девочек в росте. Сейчас в среднем по планете женщины на 12 сантиметров ниже мужчин. Но у разных народов эта разница сильно отличается. В Македонии мужчины выше женщин в среднем на 18,5 сантиметров, а в Гамбии всего на 4,5. Тенденция к увеличению длины тела наблюдалась у предков современного человека параллельно с развитием мозга и расселения по планете. Во все времена на рост людей основное влияние оказывали условия жизни и генетическая предрасположенность. В 20 и 21 веке на этот показатель сильно влияет качество медицины и питания, а также общий уровень жизни государства. Мы благодарны зрителям, досмотревшим этот ролик до самого конца. Если вы хотите больше узнать об эволюции человека, то советуем обратить внимание на предыдущие выпуски. Также в них рассказывается о происхождении самых разных живых существ, проблемах человеческого общества и, конечно, о динозаврах.